Эта чернокожая девушка прервала заседание и сказала судье, что она голодна. То, что она сделала, повергло всех в шок. Воздух в зале суда был напряжен, когда Ния предстала перед судьей. Судья сидел за массивным дубовым столом с очень серьезным выражением лица. Он был судьей Калисто и был известен тем, что неукоснительно следовал закону, независимо от того, кто попадал в беду. Ния была матерью-одиночкой, и ее судили из-за штрафов за неправильную парковку на $200, которые она едва могла себе позволить. Нервничая, она стояла перед судьей и пыталась объяснить, почему ей не следует платить огромный штраф за неправильную парковку. Ропот зрителей, которые пытались угадать результат, отвлек судью, поэтому он стукнул молотком и объявил заседание открытым. В зале суда воцарилась тишина, но внезапно тишину нарушил пронзительный голос. «Гамбургеры, пожалуйста». Тихий голос раздался прямо рядом с Ния. Это была Майя, 6-летняя дочь Ния. Все присутствующие в зале суда, включая Ния, ахнули. Обычно они бы посмеялись над невинным комментарием Майи, но судья Калисто славилась своей серьезностью. Такая детская выходка была неслыханной и неприемлемой. Ния покраснела от смущения. Неужели ее 6-летняя дочь только что лишила их всех шансов выбраться из этой передряги? Ния бросила на Майю отчаянный взгляд, но маленькая девочка просто стояла рядом с матерью с широко раскрытыми невинными глазами. Но в отличие от всех остальных, судья Калисто, казалось, не слишком беспокоился. Он удивленно приподнял бровь, но в выражении его лица не было гнева. Ния быстро опустилась на колени перед Майей и прошептала ей на ухо, что они не могут прерывать судью. Они надеялись, что присутствие Майи смягчит судью, но теперь она боялась, что эта детская выходка только разозлит его еще больше. Она почувствовала себя немного неловко, особенно когда поняла, что выходка Майи, вероятно, выставила их безответственными. Судья Калисто посмотрела на маленькую нарушительницу, которая беспокойно стояла рядом со своей мамой. «Вы сказали гамбургеры, юная леди?» Судья спросил Майю на удивление мягким голосом. Его вопрос отличался от обычных суровых заявлений, которые он делал в зале суда. Все посмотрели на Майю, с любопытством ожидая ее ответа и того, что судья предпримет дальше. Ния затаила дыхание, надеясь, что это не обернется против них самих. Но Майя не ответила на вопрос судьи. Ния бросила обеспокоенный взгляд на Майю, которая, казалось, не замечала напряжения, которое она вызвала. Вместо этого большие карие глаза маленькой девочки, казалось, были прикованы к картине с изображением серьезного мужчины в парике, висевшей на стене позади судьи. Сердце Нии билось на все 100%. Все шло не так хорошо. Однако судья Калисто не взорвался, как опасалась Ния. Он просто перевел взгляд с Майи на Ния. На мгновение воцарилось молчание, отчего Ния почувствовала себя букашкой, которую рассматривают под увеличительным стеклом. Наконец судья Калисто заговорила снова и спросила Майю: «Вы хотели бы что-то сказать мне, юная леди?» Но прежде чем Ния успела ответить, Майя сделала шаг вперед к судейской скамье. «Да, сэр», — вежливо ответила она. Она сказала судье, что у нее очень громко урчит в животе. Они с мамой еще не завтракали, и от всех этих разговоров она только еще больше проголодалась. Ния смутилась еще больше. Вот она пытается объяснить серьезный вопрос строгому судье, а ее дочь требует еды. Она знала, что им следовало перекусить перед тем, как идти в суд, но утренняя суета была совсем другой. Ей пришлось одевать Майю, следить за тем, чтобы у нее было все необходимое, придумывать отговорки от работы и учебы Майи, а также бороться с пробками в час пик. И хотя честность ее дочери может показаться милой и даже располагающей, в глазах судьи она может сделать их еще хуже. Ния открыла рот, чтобы извиниться, но судья оборвала ее легким взмахом руки. Он сказал Майе, что суд может оказаться долгим и скучным занятием, особенно на пустой желудок. Затем он добавил: «Почему бы вам не подняться сюда и не рассказать мне побольше об этих гамбургерах?»
Вопрос судьи удивил всех. Даже судья Калисто, казалось, немного растерялась, спросив о гамбургерах. Майя взглянула на маму, спрашивая разрешения, и Ния, которая не знала, чего ожидать, смогла только кивнуть. Майя радостно направилась к внушительному столу судьи. Она улыбнулась, поднимаясь на небольшую трибуну перед судейской скамьей. Судья Калисто откинулся на спинку стула с удивлением, наблюдая за ее приближением. Обычно в зале суда все происходило не так. Казалось, весь зал суда затаил дыхание, ожидая, что судья Калисто сделает дальше. Он все еще сердился на то, что его прервали. Будет ли он ругать Майю за неуважение к суду? Никто, даже Ния, не мог предсказать неожиданную реакцию судьи. Жизнь Ния, матери-одиночки со своей энергичной 6-летней дочерью Майей, представляла собой постоянную борьбу между работой, уходом за детьми и попытками свести концы с концами. Каждый день был приключением в совмещении этих необходимых вещей, и одно конкретное утро ничем не отличалось, за исключением того, что Майя проснулась, шмыгая носом и кашляя, что было явным признаком начинающейся простуды. Ния знала, что ей нужно купить Майе лекарство перед работой, но ей также нужно было успеть на смену в пекарне. Поэтому Ния начала готовиться так быстро, как только могла. Она одела Майю в теплую одежду, позаботилась о том, чтобы у нее была ее любимая мягкая игрушка, и собрала небольшой пакет с салфетками и мятой. Выпроваживая Майю за дверь, она молилась, чтобы пробки не были слишком тяжелыми, но, к сожалению, ее молитвы остались без ответа. Казалось, что все светофоры горели красным, и обычно быстрая поездка в аптеку превратилась в мучительно долгое путешествие. К тому времени, когда Ния наконец добралась до магазина, она уже опаздывала. Когда Ния заехала на парковку аптеки, ее сердце уже сильно билось от беспокойства. К сожалению, все обычные парковочные места были заняты. Она заметила свободное место прямо у входа, но это было место для инвалидных колясок. Ния знала, что ей не следует парковаться там, но времени не было. Она бросила быстрый взгляд на пустой магазин и произвела кое-какие подсчеты. Майя кашляла на заднем сиденье, и Ния приняла неверное решение. «Всего несколько минут», — подумала она про себя. Она припарковалась в специально отведенном для инвалидных колясок месте, рассудив, что доберется туда в мгновение ока, и что там не будет ждать ни одна машина. Но у матерей-одиночек никогда ничего хорошего не получается. Эти несколько минут превратились в 10, затем в 15. Очередь в аптеку была очень длинной, и каждому, кто шел впереди Ния, требовалась целая вечность, чтобы разобраться со своими рецептами. Ния, наконец, взяла лекарство и практически бегом вернулась к машине. Она чувствовала себя немного виноватой из-за того, что рискнула с местом на парковке. Подойдя к своей машине, она забеспокоилась, не слишком ли долго ее не было. Ее опасения подтвердились, когда она увидела ярко-оранжевый конверт, засунутый под дворник на лобовом стекле. Это был штраф на $200 за незаконную парковку. Эта цифра поразила Ния как удар под дых. $200 были огромным ударом по и без того скудному бюджету Ния. Это было больше половины ее недельного бюджета на продукты. Как она могла себе это позволить? Она и так едва сводила концы с концами, и эти неожиданные расходы должны были сбить ее с ног. Следующие дни Ния провела за расчетами и распределением продуктов. Она урезала все, что могла, включая утренний кофе и бензин для машины. Но дыра в $200 в ее бюджете все равно оставалась большой. В конце концов, Ния пришлось взглянуть правде в глаза. Она никак не могла позволить себе такую плату. Ей пришлось принять непростое решение. Она могла либо заплатить крупный штраф и остаться без ежемесячной арендной платы, либо обратиться в суд и отстаивать свою правоту. Мысль о том, что придется обратиться в суд, приводила Ния в ужас. Запугивание судей и сложных процедур было достаточно, чтобы заставить ее отказаться от участия. Но штраф в размере $200 был просто непосильной суммой. Поэтому Ния решила попытать счастье в суде. Она надеялась на снисхождение судьи. Может быть,
Только, может быть, судья поймет ее ситуацию, если она все объяснит. Ния провела дни перед судебным заседанием, изучая законы о парковке и репетируя свои объяснения. С приближением этого дня она почувствовала беспокойство. Выслушает ли судья ее объяснение? Сможет ли она убедить его простить штраф? Когда она вошла во внушительное здание суда с высокими потолками и суровыми лицами охранников, ее уверенность почти растаяла. Атмосфера в зале суда была напряженной и серьезной, а рассказы Ния о строгости председательствующего судьи только усилили ее беспокойство. К тому времени, когда она предстала перед судьей Каллисто, ее уже нервно трясло. Ния рассказала довольно много. Ее голос слегка дрожал, когда она объясняла ситуацию. Она подробно рассказала о своем плотном графике матери-одиночки, о том, как она спешила купить Майе лекарства перед работой, и об ужасной ситуации с парковкой, из-за которой ее оштрафовали. Ния заранее подготовила свое объяснение, надеясь показать судье отчаянные обстоятельства, стоящие за ее ошибкой. Она говорила четко и уважительно, надеясь повлиять на судью своей искренностью, но судья Каллисто казалась невозмутимой. Он был немногословен и отличался суровым выражением лица. Он выслушал объяснение Ния с бесстрастным выражением лица, и было трудно понять, о чем он думает. Ния беспокоила не только строгость судьи Каллисто. Он также был известен как строгий судья. Он строго придерживался закона, не обращая особого внимания на причины или обстоятельства. Он всегда назначал самые суровые штрафы и максимальные сроки наказания, если был уверен, что преступление, о котором идет речь, было совершено. Причины или контекст правонарушения были не его делом. Сердце Нии сжималось с каждой секундой, когда она наблюдала, как судья просматривает документы, связанные с делом. Несмотря на ее хорошо отрепетированную апелляцию, судья, казалось, был невозмутим. Он задал ей несколько острых вопросов и сосредоточился исключительно на нарушении правил парковки, а не на причинах, которые за этим стоят. Его тон был очень твердым, и у Ния сложилось впечатление, что он не только сохранит размер штрафа, но даже увеличит его в качестве наказания за то, что он потратил впустую время суда. Но она и не подозревала, что следующий поступок ее дочери изменит все. Как раз в тот момент, когда Ния чувствовала себя полностью побежденной, судья была прервана неожиданной вспышкой гнева. Именно в этот момент Майя, которая молчала на протяжении всего судебного разбирательства, подала голос с просьбой принести гамбургеры. Ния не инструктировала Майю по поводу каких-либо судебных решений перед приходом, но выпалить такое замечание было последним, чего она ожидала. Ния извинилась и объяснила, что они не завтракали из-за утренней спешки. Она чувствовала, что это был еще один неверный шаг, и беспокоилась, что это заставит судью подумать, что она не только безответственный водитель, но и безответственная мать. В этот момент Майя сидела бок о бок с судьей Каллисто перед любопытствующим судом. Все, включая Ния, прониклись сочувствием к маленькой девочке, которая, очевидно, просто хотела немного поесть и выбраться из этой серьезной обстановки. Судья наклонился вперед и неожиданно мягким голосом обратился непосредственно к Майе. Он сказал маленькой девочке, что знает, что у нее было трудное утро, но ему нужно было всего лишь задать ей несколько вопросов. Его первый вопрос был о том, какую работу выполняла Ния. Майю ободрил добрый тон судьи, и она с готовностью ответила. Ее мама усердно работала в пекарне, готовя вкусные пирожные и печенье. Иногда она даже подрабатывала официантом в соседнем ресторане, работая допоздна. Судья только кивнул с вновь обретенным интересом. Продолжая свои осторожные расспросы, он узнал больше о жизни Нии как матери-одиночки, совмещающей несколько работ. Даже в свои 6 лет Майя понимала, с какими трудностями сталкивается ее мама. Она объяснила, что Ния часто приходилось подолгу работать, чтобы свести концы с концами, и у них оставалось мало времени, чтобы побыть вместе. В зале суда воцарилась тишина, когда они услышали рассказ о жизни Ния, рассказанный ее дочерью.
Люди, которые поначалу видели в ней всего лишь нарушительницу правил парковки, теперь увидели, кем она была на самом деле. Матерью-одиночкой, изо всех сил пытающейся прокормить свою семью. Было даже грустно, что Майя рассказала о душераздирающем повороте событий, из-за которого Ния оказалась в такой ситуации. У Ния защемило сердце, когда Майя заговорила. Она не планировала делиться этой личной информацией, но честность Майи помогла ей прояснить ситуацию. Волна грусти захлестнула ее, когда она вспомнила о своем горе в прошлом. Правда заключалась в том, что она была матерью-одиночкой и не просто совмещала работу и уход за детьми. Это была также постоянная борьба с предательством в прошлом, из-за которого она оказалась в такой ситуации. 4 года назад, когда Майе было всего 3, у Нии были отношения с ее парнем. Дариус. Дариус только что вышел из тюрьмы за мелкое правонарушение, связанное с хранением наркотиков, и он осыпал Ния обещаниями, что он чист. Он поклялся, что вновь посвятил себя их маленькой семье. Ния была ослеплена любовью и надеждой и доверяла ему. В то время Ния старательно откладывала деньги на собственное образование в колледже. Это должно было стать новым началом для всех них. Ния мечтала о будущем с Дариусом, где у нее была бы лучшая карьера, и они вместе растили бы свою дочь Майю. Дариус видел ее решимость и даже предложил внести свой вклад, что заставило Ния поверить в его новообретенную целеустремленность. Однако однажды утром ее наивное доверие к нему пошатнулось. Проснувшись, она обнаружила, что Дариус пропал, а все ее сбережения пропали. Хуже всего было то, что Ния обнаружила, что он не только украл ее деньги, но и уехал из города вместе с ее младшей сестрой. Дариус тайно встречался с сестрой Нии, спрятавшись за ее сумкой. Его пустые обещания манипулировали сестрой Нии, и она предала свою собственную сестру, чтобы уйти с ним. Это открытие повергло Ния в отчаяние. Дариус не только украл ее будущее, но и оставил ее и свою дочь с разбитым сердцем и в одиночестве. Ния заявила о краже, но деньги так и не были возвращены. Боль от предательства и потери партнера и сестры глубоко ранили Ния в сердце, заставив ее как мать-одиночку собирать осколки. Финансовое бремя из-за украденных сбережений заставило Ния отказаться от своих мечтаний о поступлении в колледж и сосредоточиться на множестве низкооплачиваемых работ, чтобы свести концы с концами. Этот душераздирающий эпизод стал причиной того, что Ния так тяжело переживала, а штраф за неправильную парковку стоимостью в $200 стал для нее целым состоянием. Все присутствующие в суде, включая судью, внимательно слушали историю Майи. Судья, казалось, был искренне тронут ответами маленькой девочки. Он задал еще несколько вопросов, осторожно собирая дополнительную информацию о ситуации Ния и трудностях, с которыми они столкнулись. С каждым ответом мнение судьи Калисто, казалось, менялось. Суровый и непреклонный судья, о котором Ния так много слышала, был заменен человеком с намеком на понимание и сочувствие в глазах. Наконец, он сделал то, что ошеломило всех. Судья Калисто полностью нарушила протокол, посмотрела прямо на Майю и спросила ее: «Ну, Майя, поскольку твоя мама нарушила правила парковки, как ты думаешь, каким должно быть ее наказание?» Присутствующие в зале суда затаили дыхание. Это было неслыханно для судьи. Глаза Нии расширились от удивления. Неужели судья действительно прислушается к мнению 6-летнего ребенка? Но Майю неожиданный вопрос не смутил. Вместо этого она доверчиво посмотрела на судью. Она уверенно сказала ему, что он умный судья, поэтому он должен принять решение. На этот раз все расхохотались. Это был первый искренний смех, который кто-либо мог припомнить в зале суда. Даже судья Калисто не смогла удержаться от смешка. Казалось, честность и невинность Майи обезоружили его, создав более непринужденную атмосферу,
в обычно напряженном зале суда. Но что судья решит дальше? Все с нетерпением ждали его ответа. Судья Калисто откинулся на спинку стула, словно размышляя, затем внезапно поднял руку и объявил небольшой перерыв. Когда все встали, судья позвал судебного исполнителя. Судебный исполнитель подошел к скамье подсудимых, а судья наклонился и прошептал какие-то указания. Мгновение спустя судебный пристав кивнул и исчез за боковой дверью. Зал суда огласился недоуменными возгласами. Что планировал судья? Когда судебный пристав вернулся, он нес коричневый бумажный пакет. Судья взял его у него и с улыбкой протянул Майе. «Вот, пожалуйста, юная леди», — ласково сказал он. Он сказал ей, что суд может подождать, но сначала им нужно разобраться с урчанием в животе. Внутри пакета были аккуратно завернутые бутерброды и коробки сока. Глаза Майи расширились от восторга, а на лице появилась улыбка. Ниа была переполнена эмоциями. Она никак не ожидала такой доброты в зале суда. Даже такой маленький жест, как этот, имел огромное значение в их нынешней ситуации. После неожиданного перерыва на перекус судья возобновил рассмотрение дела. Однако все было по-другому. Вместо своих обычных кратких заявлений судья Калисто не торопился просматривать личное дело Ниа. Он обнаружил, что у нее чистый водительский стаж и безупречная юридическая история. Фактически это было первое и единственное нарушение правил парковки со стороны Ниа за 9 лет. Затем судья посмотрел на Ниа и начал оглашать вердикт. И то, что он сделал дальше, повергло всех в шок. Изучив детали и учитывая ее предыдущий послужной список, он решил отклонить это решение. Все в зале суда начали хлопать. Сегодня действительно был день открытий. Сердце Нии наполнилось облегчением, как будто с ее плеч свалился груз. Это было гораздо больше, чем она смела надеяться, но судья еще не закончил. Продолжая, он достал лист бумаги. Он сказал Ниа, что понимает, что быть родителем-одиночкой может быть непросто. Итак, в документе был представлен список местных ресурсов для матерей-одиночек, в который входили программы профессиональной подготовки и услуги по уходу за детьми. Более того, 2 из них предлагали бесплатное онлайн-обучение. Глаза Ниа наполнились благодарностью. Речь шла уже не о штрафном талоне. Судья протянул ей руку помощи, когда она больше всего в ней нуждалась. И тут Ниа начала заикаться. Она действительно не знала, как благодарить судью, но судья Калисто одарил ее еще одной удивительной улыбкой. В благодарностях не было необходимости. По его мнению, это было правосудие, приправленное добротой. Новость об акте сострадания судьи Калисто распространилась по всему сообществу. Социальные сети и местные новостные агентства подхватили эту историю, показав удивительную снисходительность судьи и его трогательное общение с Майей. Ния. Люди были шокированы не только отклоненным решением, но и искренней заботой судьи о ситуации Ния. Доброта судьи и предоставленные им ресурсы придали Ниа сил, поэтому она начала новый путь. Она записалась на онлайн-обучение и воспользовалась помощью по уходу за детьми, чтобы обеспечить Майе надлежащий уход. Это позволило ей вздохнуть немного легче, и теперь у нее появилась надежда на более безопасное будущее. Для судьи Калисто встреча с Нией и Майей изменила эту точку зрения, пробудив в нем долго дремавшее сочувствие. В конце концов он понял, что хотя закон действительно священен, он предназначен для защиты, а не для наказания. Теперь он воспринимал закон не просто как жесткий свод правил, а как инструмент защиты наиболее уязвимых. Какая милая и трогательная история. Это показывает нам, что доброта и понимание могут проявляться где угодно, даже в стенах серьезного суда. Каков ваш опыт общения с судьями? Поделитесь своими мыслями в комментариях, и до встречи в следующем видео.